Врачи объявляют новорожденного малыша мертвым, но на похоронах мать слышит плач своего ребенка и не может поверить в то, что произошло. На Брентли, маленький, но известный городок, опустилась ночь. В местной больнице, скромном, но ухоженном здании, царила атмосфера чистой любви и ожидания. Мэри, 28-летняя женщина с горящими глазами и лучезарной улыбкой, была готова принять самый большой подарок в своей жизни — сына. Итан, ее муж, был рядом с ней, держа ее за руку, когда начались схватки. Пожатие мужчины было крепким, а его слова — обещанием безоговорочной поддержки. Комната была наполнена почти осязаемой энергией. Запах чистой комнаты смешивался с тихими звуковыми сигналами медицинских мониторов, которые следили за показателями жизнедеятельности Мэри. Медсестры собрались вокруг, осознавая важность предстоящего момента. Боль от схваток накатывала на женщину подобно сильной волне, и каждая из них приближала ее к моменту, когда она, наконец, встретится со своим маленьким мальчиком. Несмотря на боль, она искала силы в своем муже. Итан старался, чтобы в его голосе звучала нежность, но страх и беспокойство выдавали его. Чувство беспомощности, как ни странно, переполняло его, поскольку он мог только наблюдать, как его жена терпит родовые муки. Доктор Симмонс. Акушер вошла в палату, принеся с собой ощущение спокойствия. «Мэри, мы почти на месте. Скоро у тебя на руках будет твой маленький Джейк», — сказала она, и нежная улыбка озарила ее лицо. Время шло, и часы, казалось, двигались то с головокружительной скоростью, то мучительно медленно. С каждой схваткой, с каждым глубоким вздохом Мэри приближалась к тому моменту, которого так ждала. Наконец, доктор Симмонс объявила о появлении на свет маленького Джейка. «Вот и все, молодец», — похвалил доктор, вытаскивая ребенка и унося его прямо в кроватку. Но что-то было не так. Вместо мелодичного крика новорожденного, как и ожидалось, в комнате воцарилась оглушительная тишина. Все взгляды были прикованы к доктору, ожидая крика, которого так и не последовало. На лице доктора сменилась быстрая смена эмоций, от предвкушения до шока. «Всё в порядке?» — спросила мать, а ее сердце тревожно заколотилось. Взгляд доктора Симмонса, который когда-то излучал уверенность, теперь был затуманен облаком безнадежности. Она попробовала еще раз, осторожно надавив пальцами на маленькую грудь ребенка, молясь о каком-нибудь знаке, что все будет хорошо. Но все оставалось пугающе тихо. Она подняла глаза и встретилась со страдальческим взглядом матери. Невыносимая тяжесть легла ей на грудь. Доктор глубоко вздохнула, готовясь к неизбежному. «Мэри, Итан», — начала она прерывающимся голосом. Она замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. Но какие слова могли бы смягчить такую трагедию? Глаза матери, все еще полные надежды, встретились с глазами доктора. В ней начало зарождаться легкое замешательство, смешанное со страхом. Отец крепко держал жену за руку, словно пытаясь защитить ее от надвигающегося шторма. «Мы сделали все, что могли, но ваш ребенок не выжил», — сказал доктор, опустив голову. Крики родителей, полные отчаяния, эхом разносились по комнате. Мэри почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. В ушах у нее раздался громкий звон, заглушивший рыдание Итана рядом с ней. Джейк перенес осложнение, известное как гипоксия новорожденных. Это состояние возникает, когда ребенок не получает достаточного количества кислорода до или вскоре после рождения. Пробовали все возможные вмешательства, но повреждение его сердца было слишком серьезным. «Мне так жаль». Объяснение врача, каким бы объективным и ясным оно ни было, прозвучало как отдаленное эхо перед лицом шокирующей реальности. Бедная мать чувствовала, как слезы текут по ее щекам, но она все еще находилась в состоянии шока. Врач взял ребенка и передал его ей, чтобы она могла увидеть его хотя бы раз. Молодая женщина посмотрела на маленькое безмолвное существо у себя на руках. Мэри показалось, что холодный кинжал пронзил ее сердце. Слезы градом катились по ее лицу, когда она держала на руках мертвого сына. Мечты о материнстве, ночные фантазии о том, как будет выглядеть личико ее ребенка, все исчезло, и на смену им пришла пустота.
Остаток вечера прошел в слезах и невнятных соболезнованиях. Медсестры приходили и уходили, произнося слова утешения и бросая сочувственные взгляды. Но все, что пара могла сделать, это обнять друг друга, потерявшись в пустоте, которую оставила после себя смерть их драгоценного Джейка. Подготовка к похоронам была болезненным процессом. Каждая деталь была ударом в сердце. Маленький гроб, цветы, могила. Супруги прижались друг к другу, объединенные своим горем, и решили попрощаться со своим сыном как можно более уважительно. Церемония похорон прошла для бедной матери как в тумане. Она обнаружила, что стоит перед людьми, сидящими в церкви и слушающими слова пастора. Но она не могла понять, что он говорит. Все казалось далеким и неуместным. Единственное, что она чувствовала, это разрывающую боль в сердце. После церемонии они отправились на кладбище. Крошечный надгробный камень с выгравированным на нем именем Джейка был готов принять маленький гробик. Мэри опустилась на колени рядом с маленькой могилой. Слезы неудержимо катились из ее глаз, орошая свежую землю. Итан был рядом с ней, такой же опустошенный, но пытающийся быть сильным ради нее. Мэри начала осознавать, что она теряет своего малыша навсегда. Она не могла в это поверить. Затем ее отчаяние усилилось, и она просто закричала изо всех сил: «Боже, верни мне моего сына!» В этот самый момент раскат грома прорезал небо. На небе не было ни облачка, но звук можно было безошибочно узнать. Все удивлялись. И тут произошло нечто невероятное. Воздух наполнился слабым, но безошибочно узнаваемым звуком, плачем ребенка. На мгновение все замерли, слишком потрясенные, чтобы как-то отреагировать. Мэри огляделась, пытаясь определить, откуда доносится звук. И тут она поняла. Звук исходил из маленького гроба, который теперь стоял на полпути к своей могиле. С криком женщина и ее муж подбежали к гробу, подняли его, открыли крышку и заглянули внутрь. Это казалось невозможным, но внутри гроба, завернутый в маленькое одеяльце, лежал маленький Джейк. Он плакал и шевелился. Спокойствие и тишина кладбища сменились возгласами удивления, облегчения и беготни вокруг. Младенца быстро достали из гроба и завернули в теплое одеяло. Пока Итан бежал к машине за помощью, Мэри держала ребенка на руках и плакала от облегчения, обнимая свое чудо. Когда они прибыли в больницу, бригада медиков уже была на месте, ожидая, когда можно будет осмотреть Джейка. Глаза доктора Симмонс, когда-то печальные, теперь светились искренним недоверием при виде малыша. Она взяла ребенка на руки и бросилась проводить необходимые обследования. Каждый удар его маленького сердечка, каждый вздох, который он делал, был чудом. В ожидании результатов в больнице царили нервозность и беспокойство. Родственники, которые разделяли боль Мэри, теперь ждали вместе с ней, разделяя ее надежду. Напряжение было ощутимым, поскольку все ждали, когда же маленький Джейк вернется к жизни. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем доктор Симмонс вышла из смотровой комнаты с озадаченным выражением лица. Она отозвала родителей в угол и начала объяснять. Анализы Джейка не показали ничего плохого. Его сердце бьется ровно, легкие функционируют нормально. Это невероятно. После долгих размышлений команда медиков выдвинули гипотезу. Возможно, Джейк страдал синдромом Лазаруса. Это спонтанное возобновление кровообращения после остановки сердца. Обычно это происходит в течение нескольких минут после смерти, но в случае Джейка такого раньше никто не видел. Это почти как чудо. Глаза пары светились надеждой и недоверием. Доктор в поисках научного объяснения пришла к выводу, который, казалось, противоречил самой науке. Но для Мэри и Итана самым важным было то, что с их маленьким мальчиком все в порядке. Новость о воскресшем ребенке быстро распространилась по Брентли. Местные газеты и даже некоторые национальные телеканалы транслировали эту историю, сделав их жизнь знаменитой. Жители Брентли, и без того объединенные общим горем, теперь были охвачены радостью и восхищением. Для многих представителей местной религиозной общины история Джейка стала чем-то большим, чем просто новостью. Это было знаком того, что существует нечто за пределами человеческого понимания.
В местной церкви люди стали относиться к младенцу как к символу надежды и веры. С другой стороны, медицинское сообщество было в замешательстве. Для изучения этого случая были вызваны врачи со всей страны. Синдром Лазаруса был наиболее правдоподобным объяснением, но все равно это казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой. Тем временем Мэри и Итан с изумлением и благодарностью наблюдали, как мир пытается объяснить необъяснимое. Но для этой матери все это не имело никакого значения. Ее сердце было наполнено радостью и облегчением. Ее Джейк, ее драгоценный малыш, был жив. Однако была одна особенность, которая оставалась загадкой. Гром, прогремевший в небе в тот самый момент, когда Мэри звала своего сына. Это как ничто другое запечатлелось в памяти каждого, кто присутствовал на похоронах. Небо было ясным, шторма не прогнозировалось, и все же раздался громкий, отчетливый раскат грома, как будто сама Вселенная откликнулась на отчаянную мольбу матери. Эта история напомнила всем, что какой бы сложной ни была жизнь, всегда есть место для неожиданных событий. Дорогие зрители, а верите ли вы в легенду о Джейке? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.